Не так давно, несколько лет назад, глава Министерства иностранных дел Лавров Сергей высказался о том, что есть русский мир, есть украинский мир и есть армянская диаспора. Это было сказано с любовью, с нежностью в голосе и в сердце, и поэтому мне хочется высказать ему слова поддержки, потому что сейчас некоторые проблемы возникли у армянской диаспоры на территории Соединенных Штатов. А у него ведь семья как раз живет на Западе, и они могут из-за этого тоже переживать. 20 мая 2025 года в Калифорнии и Флориде арестовали 13 человек, членов и приближенных двух конкурирующих армянских криминальных группировок. Это люди из так называемой Armenia Organization Crime, организации, которую американские власти прямо называют частью сети русской мафии и называют ее транснациональной преступной организацией. Главные фигуры, два авторитета, как они сами себя называют, и это важный момент. Это делает их так называемыми представителями русской мафии, раз они называют себя авторитет. Артуни, 41 год ему, из Портер Ранч, и его главный соперник Роберт Армирян, 46 лет ему, из Голливуда. Между ними с 2022 года идет настоящая война за контроль над Сан-Фернандо-Вэлли, районом Лос-Анджелеса. Артуни, по данным следствия, заказывал покушение на Армиряна и его людей. А Армирян в ответ в 2023 году организовал похищение и пытки одного из приближенных Артуни. Есть даже видео с телефона, где человека допрашивают на армянском, а в доме потом нашли кровь, бронежилеты и пулевые отверстия. Но кроме насилия у них были и еще один очень прибыльный бизнес. С 2021 года люди Артуни регистрировались в Amazon как официальные перевозчики, брали контракты на доставку грузов, а потом просто сворачивали с маршрута и крали весь товар. По оценкам самой Amazon, только эта банда вынесла у компании товаров больше, чем на 83 миллиона долларов. Плюс к этому банковское и проводное мошенничество, классические буст-аут, схемы с подставными компаниями. В итоге федералы провели рейды сразу в двух штатах, изъяли около 100 тысяч долларов наличными, 3 бронированных автомобиля и 14 стволов. Прокуроры говорят, что это классический пример, как этническая организованная преступность, связанная с русской мафией, использует Лос-Анджелес как свою главную базу в США. Американское министерство юстиции прямо называет эту структуру Armenia Organized Crime, транснациональной преступной организации, аффилированной с русской мафией. Они используют даже русский термин «авторитет». Именно так называют Ара Артуни и Роберта Амиряна. Лос-Анджелес они сделали своим главным американским хабом. Это не просто армянская диаспора, это часть более широкой сети, которая исторически тесно связана с русской организованной преступностью еще с 90-х. Армянская мафия в США традиционно выступает как своего рода младший партнер или параллельная структура русской мафии, особенно в вопросах мошенничества, краж и отмывания. Плюс к этому у них сильные связи с самой Арменией и Россией. Лидеры поддерживают прямой контакт с высокопоставленными криминальными фигурами там, включая воров в законе. То есть это не просто американские армяне, это люди, которые встроены в транснациональную сеть. Предыстория у них довольно типичная для армянской организованной преступности в Лос-Анджелесе. Роберт Амирян, он же Рубофиш или Рыба, родился в Армении. Еще до 2000-х годов он уже имел судимости в США, в том числе отсидел срок за незаконную торговлю оружием. К 2022 году он уже считался одним из авторитетов, человеком с серьезным весом в местной армянской структуре. Ара Артуни, 41 год, ему тоже из армянской среды. Он позиционировал себя как равный по статусу Амиряну. До 2022 года открытой войны между ними не было, но оба уже контролировали свои куски территории в Сан-Фернандо-Вэлли. С 2022 года между ними начался открытый конфликт за контроль над районом. Артуни несколько раз заказывал убийство Амиряна. В 2023 году люди Амиряна в ответ похитили и пытали одного из приближенных Артуни. Все это сопровождалось перестрелками прямо на улицах пригородов Лос-Анджелеса. Параллельно с 2021 года люди Артуни запустили схему с кражами грузов Amazon.
Регистрировали подставные транспортные компании, брали заказы и просто пропадали с товаром. На этом они заработали больше 83 миллионов долларов, как и было сказано в апреле. Ну, это вообще надо отнести к одному из методов заработка данной банды. То есть обычные бандитские, по сути, налеты. В апреле 2024-го Артони улетел в Армению. По данным следствия, его там вызвали на разбор полетов, так называемый. Ну, то есть, что-то надо было обсудить. Старшие криминальные авторитеты из-за слишком кровавой войны. То есть, слишком много они стреляют в Соединенных Штатах. И это решает, естественно, не Трамп, это решают где-то в России. Потом он несколько месяцев провел в Дубае, отдохнул и вернулся в Лос-Анджелес только в ноябре 2024. Но по поводу Дубая я бы здесь где-то с иронией относился, а где-то любой человек, через которого уходят большие деньги, во всех кейсах, во всех делах, которые рассматривал, вот как только куда-то деньги делись, или даже какие-то подозрительные концерты, закрытые какие-то концерты, какие-то выставки, продажи картин, ну все то, что звучит зачастую в криминале как один из способов отмывать деньги, зачастую замечаешь, что человек, который это проведет на территории России, либо он сам из России где-то провел в Европе, едут потом в Дубай. Вот либо легализовать деньги, там хорошо с налогами, там можно какой-то бизнес заводить, и когда крупные суммы, то меньше вопросов и по налогам, и вообще там меньше вопросов. Так что Дубай не то чтобы был плохой, но это такое место, где люди, скажем так, с сомнительной репутацией нередко появляются после каких-то проведенных действий по зарабатыванию не совсем чистых денег. Такое, по крайней мере, попадалось. Такие факты. В официальных документах Минюста США эту организацию называют транснациональной, соответственно, преступной структурой, аффилированной с русской мафией. При этом в материалах дела постоянно используется слово «авторитет». Авторитет так прямо и пишется, что в переводе с русского, собственно говоря, и обозначает принадлежность к организованной преступности. И вот здесь, честно говоря, важно было бы понять определенную разницу. Дело в том, что есть русская мафия, есть выходцы из России, есть русские группировки, которые находятся в разных странах, в Соединенных Штатах, на Брайтон-Бич, в Европе. Как правило, это этнические банды, которые не имеют ни малейшего отношения к русским, но они очень любят говорить, что они русские. Здесь еще трудности перевода работают, потому что кто они? Russian, а Russian это из России. Короче, российский, русский, а Россия и русский это одно и то же слово. Russian. Russia. И поэтому здесь где-то и удобно. Отчасти это получается под чужим флагом, то есть ты не теряешь возможности, то есть не становишься тем самым народом, выходцем из тех стран, которые не приветствуются. А такое бывает. Сейчас вообще даже принимаются решения в некоторых странах, выдавать или не выдавать визу на основе того, есть ли большое количество отказов людей, которые выходцы с такой-то территории. Значительно удобнее будет, тем же этническим бандам из Армении, раз уж мы сейчас о них говорим, не хочется всех под одну гребенку, да не обидеться на меня законопослушные армяне. Естественно, им не хочется, чтобы однажды им просто перестали выдавать визы только из-за того, что где они не появятся, они неинтересны, то есть они опасны, если еще выдворения начнутся, и выдворили армянина это одно, а выдворили русского мафиози это как бы немножко другое. То есть это я и говорю вам о том, что это очень, на мой взгляд, будет правильно называть именно действием под чужим флагом. И это используется достаточно широко. Вот, по крайней мере, мне попадаются часто именно такие фокусы, когда этнобанда, организована по этнопризнаку, что, кстати говоря, крайне не свойственно славянским бандам, но их постоянно называют русскими. Классические русские воры в законе, давайте немножко поверхностно пройдемся, что это вообще такое, на что они так сильно не похожи, но при этом их так называют. Это были люди, чья сила держалась исключительно на уважении внутри преступного мира, они в руки не брали оружие, то есть какие там, к чертовой матери, простите, перестрелки, не занимались открытым насилием и рэкетом. И их кодекс, рэкет вообще был неприемлем, а понятие территории и влияния у славянских преступников у них такого нет. Больше того, они к таким вещам относятся пренебрежительно. Даже есть выражение «стоило есть только у барана» или там у собаки есть место, место, где коврик постелили, там и место. А преступники из славянских организованных, скажем так, преступных сообществ, у них есть отношение, что преступник, он, то есть человек, они вообще себя называют людьми, а не авторитетами. Как раз вот эти очень любят себя называть авторитетами, которые не имеют отношения к старым традициям славянским. При том, что
в славянской традиции нету привычки называть себя авторитетом, я авторитет, или там вор, или еще что-то. Как правило, такие люди называли себя просто человек. То есть человеку никто не указывает, нигде ему отдохнуть, нигде его место, нигде его территория. У него территория везде. Вот это очень интересный момент. Те, кто делят территории, все время прикрываются терминами, какими-то жаргонными словами, которые, по сути, несли в себе. Их кодекс строился на принципах не сотрудничать с государством, естественно, а мы с вами постоянно сталкиваемся с коррумпированными теми или иными организованными преступными группами, особенно этническими, которые все время прикрываются вот подобными терминами. И ворами в законе себя тоже активно называют. Не работать легально, жить только по понятиям. Тех, кто служил государству, считали лохами там, или автоматными лицами, которых можно было и разводить, и обманывать, потому что они как бы сами себя уже лишили права на уважение. Современные же группы, которые называют себя авторитетами, особенно кавказские и постсоветские, так их назовем, часто используют тоже название, но принципы у них совсем другие. Это уже прямые бандиты, по сути, которые, кстати говоря, которыми всегда брезговали и гнушались вообще общения те самые славянские преступные группы, то есть это было ниже их достоинства с насильниками общаться. Эти же прекрасно ходят с пистолетами, не гнушаются открытым насилием, похищениями. У многих даже статьи авторитетами себя называют. Был такой Квантришвили, у него вообще, то есть сексуальным подтекстом насилия. В славянских нет смысла даже объяснять, что там тебя подставили или тебя придумали. Навсегда закрыта дверь для тебя, для того, чтобы тебя не то что назвали уважаемым человеком, а чтобы с тобой вообще разговаривать после этого стали. Ну, вот так забавные есть вещи, тем не менее. Здесь же мы видим пытки, рэкет, это все доказано, доказуемо и доказывается достаточно регулярно. Именно такой стиль заказные убийства, похищения, перестрелки мы видим в конфликте в данном случае между Ара Артуни и Робертом Амиряном. Получается довольно интересная, естественно, картина. Прикрываясь вывеской «Русская мафия», эти группы формируют у западных правоохранителей образ именно такой агрессивной, жестокой преступности, хотя настоящая русская организованная преступность исторически никогда не строилась строго по национальному признаку. Это скорее такой свод правил и понятий, скорее славянский, там много разных народов может быть, чем некая этническая банда. А многие, еще раз, по этим правилам мог бы жить, там и армянская группировка могла бы жить, и, наверное, они жили еще в Советском Союзе, вообще существовало вот это советское, по крайней мере, то, откуда вышли понятия вор в законе. Там могла быть национальность совершенно любая, если ты придерживаешься вот этих норм и правил поведения, если для тебя важнее твоя честь, твоя свобода, а не, например, я люблю свой народ, у нас там на первом месте народ, да, вот у кавказских народов это прекрасная черта, любить свой народ в первую очередь, свою землю, корни. У вора настоящего у него вообще семьи даже быть не должно было, потому что это свободный человек, короче говоря. Тем не менее, многие постсоветские группы очень любят прятаться за этими брендами, при том, что полностью игнорируют те самые воровские принципы, которые когда-то были у славянской профессиональной преступности. При этом сегодня в самой России, у власти и в пропаганде мы часто видим людей с совершенно другими национальными корнями. Там Лавров, Симонян, Соловьев, все они не имеют славянского происхождения, при этом они активно продвигают идею русского мира. То есть вот это какой-то такой уже мейнстрим на самом деле почему-то появился. Но при этом совершенно не придерживаются тех самых ценностей и принципов, которые когда-то лежали в основе славянской профессиональной преступности. Можно так сказать, но они не должны преступности придерживаться. Но здесь очень важный момент, то что, это мое глубочайшее убеждение, что любая преступность на той или иной территории, она как маленькая копия существующей, действующей официальной власти. Потому что те же будут принципы, те же будут нравственные, какая-то догматика. Потому что они не могут, они на той же территории, в принципе, силовая структура в каком-то смысле, то есть живущая по своим принципам, очень часто копируют именно ту власть, которой она является противницей. Тем не менее, что мы наблюдаем, что последние годы в России приняты законы, которые фактически уничтожают последние остатки той старой системы, то есть даже говорить об этом запрещено, и вводятся новые законы. Был случай, когда человека посадили, он сделал шахматы с какой-то символикой, за татуировки привлекают к ответственности, которые являются частью этой самой преступной среды, старославянской, скажем так, уже теперь классической. При том, что основные там те же самые татуировки,
татуировки и знаки и рисунки, они несут скорее знак веры, потому что очень часто использовались купола, то есть православие, кресты, именно эти вещи используются. Есть и другие какие-нибудь, конечно же, специфическая символика, но основные краеугольные это вопросы веры. Поэтому довольно любопытно смотреть на то, что та самая власть, которая все время говорит про русский мир, ну еще раз, я не оправдываю преступность, но довольно это странно выглядит, при том, что запрещают вот эти самые правила и знаки, но в то же время такое впечатление, что вроде как разрешают православие, все стали выцерковленные, и все время речь идет про веру, при том, что не было более верующих, чем как раз представителей той самой организованной преступности славянской. Потому что она строилась как раз на заповедях, они не нарушали эти заповеди, и очень сильно им следовали. И больше того, они даже не говорили украсть, они говорили воровать, потому что нет такой статьи, они не придерживались, они не принимали кодекс уголовный. И поэтому они просто брали то, что бралось, и старались брать у тех, кто и так, например, лишил себя права считаться свободным человеком, то есть работает за копейки. Ну, это в Советском Союзе было, поэтому этому было очень много идеологической, скажем так, фундамента такого подложено. Теперь одного только названия вор в законе достаточно, чтобы человека посадили, символика запрещена, то есть запрещены купола, при том, что, опять же, нынешняя власть, она себя очень воцерковленно считает, а главная символика преступности той, которая была в советское время зарождалась, как противовес действующей власти, это были кресты и купола, потому что советская власть это все запрещала. А теперь власть это все разрешает, при этом запрещает тех, кто носил такую символику. Ну, еще раз, да, понятное дело, что есть преступность, и власть с ней должна бороться, но парадокс заключается в запретах символики преступной, когда основная символика является православный храм или православный крест. Вот это очень иногда забавно выглядит. Но, тем не менее, мы уже с вами затронули, кто сейчас входит из себя представляет действующая власть, то есть, ну, как правило, это не русские, скажем так, поэтому это не близко им, и все у них, наверное, в голове хорошо укладывается. Но что когда-то было кодексом чести в славянской преступной среде, сейчас официально находится под запретом, давайте уже назовем конкретно вещи своими именами. Получается парадоксальная картина, бренд «русская мафия» активно используется при этом на Западе этническими группировками, которые не придерживаются никаких воровских понятий, в то время как настоящая славянская организованная преступность с ее принципами и кодексом в самой России фактически уничтожена и больше не существует. И главное, еще раз, у нее самое главное объединяющее правило было, и это соблюдать этот кодекс и эти правила. И неважно какой ты национальности, то есть вот просто от слова совсем это не играло никакой роли. При этом мы видим, ну, то есть полную противоположность этнобанды, которые лепят к себе подобные названия. Из громкого и последнего, кстати говоря, из такой жутковатой истории, это некий Аббасов, азербайджанец, который, ну, было даже предположение, ну, как-то то ли не дорасследовано было, что он принадлежал к организованной преступности, он ударил ножом только за то, что ему замечание сделали, просто человека ударил, лишил жизни, вот. Он называл себя вор в законе. Ну, и такое громкое было дело, и если кто-то помнит, сейчас его все рассказывать не буду, но такое легкое напоминание. То есть он искренне считал, что он тот, кто бьет людей, тот, кто готов играть в какие-то сферы влияния. Это тоже звучало в рамках следствия в дальнейшем, то, что они там рынки какие-то крышевали. То есть это полная противоположность тому, что можно было бы назвать славянской преступностью организованной. Но с ней активно борются те, кто не очень борется с этнообъединениями, которые в России не просто появляются, а едва ли не защищаются официальными структурами Российской Федерации. Вот это и есть такой своеобразный парадокс сегодняшнего дня. В любом случае, будьте осторожны, не забывайте подписаться, во всем разберемся, предупрежден, вооружен, и увидимся в следующих видео. Здоровья, процветания вам и вашим близким, мудрости, конечно же, но здоровье самое главное, и вот пусть на всех его хватит, его много не бывает. Так что желаю, делюсь от души и сердца. Увидимся.